К радости всех поклонников дуэта Ибрагима Челикола и Бирджи Акалай, первый сезон сериала «Полет птицы» показал настолько высокие рейтинги, что Netflix продлил его и на второй. Пока точно неизвестно, в чем будет основной замысел сюжета, однако оспорить тот факт, что мы увидим продолжение, уже невозможно. Скорее всего, в проекте появятся новые актеры, которые будут двигать сюжет, но это не означает, что мы не увидим Бирджи и Ибрагима, ведь их персонажи ключевые в проекте. Турецкий сериал «Шахмаран». Еще летом 2021 года Netflix заявил, что начата работа над турецким сериалом «Шахмаран». Это мифическое арабское существо, чаще всего оно изображается как змея, у которой на хвосте женское лицо. Турецкий сериал от Netflix расскажет древнюю легенду о царице змей, которая известна почти во всех восточных странах. Роль главного героя достается Бураку Денису, так что дуэт, который мы видим на экране, обещает быть не только красивым, но и довольно химичным. Экранизация легенды о женщине-змее взбудоражила социальные сети Турции. Подобный формат проектов ранее не практиковался в этой стране, поэтому зрители с нетерпением ждут премьеру. В центре событий окажется девушка, которая прочитала легенду о Шахмаран, но так и не поверила в силу пророчества. Однако она очень скоро поймет, что является избранной. Турецкий сериал «Горячая голова» от Netflix будет снят в необычном для страны жанре антиутопии. По сюжету научно-фантастический проект расскажет об эпидемии безумия, которая охватила весь мир. Заболеть очень легко, достаточно просто с кем-то поговорить. Естественно, когда это выясняется, рушатся привычные устои. И есть один лишь человек, который способен все изменить. И опять про сериал «Портной». Выход этого сериала с нетерпением ждут уже целый год, но почему-то Netflix постоянно откладывает премьеру. По-моему, мы уже на протяжении 2 лет включаем этот сериал в наши обзоры. По сюжету Пейями Чагатоy Улусой известный портной. Когда его дед умирает, он приезжает в Стамбул вместе со своим отцом Мустафой, который психически болен. Для Пейяма даже существование отца позор. Сериал «Портной» расскажет историю его трудной жизни, в которой он влюбился в свою клиентку, будущую невесту, чье свадебное платье он должен шить. Драматический сериал «От кого мы убегали, мама» является экранизацией одноименного произведения Перихан Магден. Сложная и наполненная психологическими перипетиями история отношений между матерью и дочерью точно смогут тронуть сердце каждого зрителя. Женщина вместе со своей дочкой постоянно скрывается от людей, которых она именует нехорошим большинством. Они вынуждены скитаться, снимать номера в различных гостиницах и непрерывно спасаться бегством. Девочка часто злится или тревожится, а ее мать готова наказать любого, кто сделает ей плохо. Но вот в чем вопрос, действительно ли им есть от кого убегать? И еще один сериал с Бирджи Акалай под названием «Кладбище», который получил зеленый свет на 2 сезон. По сюжету первой ее героини расследуют преступления, в которых женщины становятся жертвами психопатов. По рейтингам временами проект держался даже лучше, чем «Полет птицы», так что неудивительно, что продюсеры решили порадовать зрителей. Однако ждать продолжения раньше осени 2023 года явно не стоит. Телеканал Fox TV решил не отставать от цифровых платформ, так что в новом сезоне нас ожидают премьеры. Сериал «Меня зовут Фарах» по сюжету будет чем-то похож на черно-белую любовь. Суть истории в том, что мафиози влюбился в обыкновенную женщину. Что мы знаем о Фарах? Героиня воспитывает сына, работает врачом, но вскоре узнает, что ее сын болен и летит в другую страну, где у ее ребенка есть шанс получить лечение. Конечно, за это нужно заплатить. И именно плата приведет ее не только в руки к мафии, но и к любви. Это еще одна турецкая адаптация популярного американского сериала «Уборщица», которая привлекла внимание зрителей своим сильным составом. Энгин Экюрек и Демид Özdemir – актеры, которые давно не снимались для телевидения, поэтому премьера их сериала наиболее ожидаемая для зрителей. К слову, съемки сериала уже начались, и возможно к концу зимы мы увидим первую серию проекта. Новый турецкий сериал «Любовь и трон». Как известно, многие браки в правящих династиях заключаются не по любви, а ради мира или же ради спасения проигравшего в войне государства. Главная героиня исторической драмы «Любовь и трон» принцесса Хунат вынуждена выйти замуж за сельджукского султана Алла-ад-Дина Кейкубату. Конечно, она ненавидит супруга, и в ее сердце есть место исключительно для мести и мужу, и всему сельджукскому государству. В главной роли снимется Эбру Шахин, которую все наверняка помнят в роли Рейян в сериале «Ветреный». Турецкий сериал «Квест». Новый сериал с участием Мехмета Гюнсюра с огромным нетерпением ждут фанаты актера во всем мире, поэтому неудивительно, что новый проект входит в список самых ожидаемых. На сей раз звезда Турдизи воплотит на экранах образ опасного и успешного бизнесмена, который будет помогать наследнице богатой семьи спасти лучшую подругу из лап секты. Турецкая экранизация романа Люси Монгомери «Энн из зеленых крыш» должна была выйти на экраны еще в конце весны 2022 года, однако ее показ по неизвестным причинам был отложен на неопределенный срок.
Читали ли вы роман «Энн из зеленых крыш»? Или, может быть, смотрели ремейк сериала «Энн», который выходил на Netflix с 2017 по 2019 год? Да-да, это все про ту же милую рыжую девчушку с веснушками, которая на протяжении всего сериала сталкивается с трудностями не по ее возрасту, с которыми же ей придется разбираться самостоятельно. Итак, тадам! Барабанная дробь. «Девушка из зеленой долины» — это турецкая многосерийная адаптация романа «Энн из зеленых крыш». Или ремейк ремейка, в общем, называйте как хотите. Сериал рассказывает об обитателях старинного, но постепенно приходящего в упадок поместья, в котором проживают лишь два человека, брат с сестрой. Они решают взять из сиротского приюта мальчишку, который помогал бы им содержать огромный дом. Однако из-за досадного бюрократического недоразумения в поместье присылают не мальчика, а 13-летнюю Энн. Жизнерадостной и веселой девчушке предстоит оживить сонное течение жизни в поместье, а также многому научиться у своих новых опекунов. Только в этот раз рассказ приобретает турецкий колорит. Если тебе нравилась история Энн, то эту версию однозначно стоит посмотреть. «Без мужчин» – фантастическая драма с Халитом Эргенчем в главной роли сразу привлекла внимание поклонников Турдизи после анонса цифровой платформы Disney+. В центре событий находится мужчина, который придумал специальное устройство, позволяющее ему общаться со своей покойной женой. Главному герою из-за тяжелой болезни предначертана скоро с ней встретиться, однако будущее пугает его. Съемки сериала были окончены в начале декабря 2022 года, а премьера запланирована на первую половину 2023. Телесериал «Актриса». Первоначально проект назывался «Суперзвезда», затем сменил название на «Охотницу», а позже и вовсе стал «Актрисой». Новый сериал, в котором блистательная Пенар Денис исполняет главную роль, ждут с огромным нетерпением ее фанаты во всем мире. В центре событий находится успешная звезда кинематографа, которая ночами превращается в кровожадную убийцу. Несмотря на тщательную подготовку к преступлениям, очень скоро она появится в поле зрения правоохранительных органов. Премьера проекта запланирована на первую половину 2023 года. «Легенда любви». Этот сериал определенно сможет зацепить зрителей тем, как будут постепенно раскрывать психологические проблемы. Сейчас в Турции особый спрос именно на такие проекты, так что ждем от него крутой старт. Зрители увидят историю Гюльджумаля, который живет в небольшом городке Булу. Парень родился в многодетной семье, так что у него очень много братьев и сестер. Однако количество родственников не может перекрыть щемящее чувство тоски и одиночества. Проект «Темно-белый». После успеха сериалов «Пыльный воротник» и «Услышь меня», турецкие режиссеры решили выжать из подростковых сериалов все, что только можно. Так что в апреле 2023 года нас ждет проект «Темно-белый», о сюжете которого пока мало что известно. Но все, что мы знаем, так это то, что съемки проходят за пределами Турции. В касте окажутся не только турецкие, но и зарубежные звезды. А главным героем станет подросток, роль которого сыграет Атакан Хошгирен. Парень красивый, а за его плечами уже есть много стоящих сериалов, к примеру, «Первая любовь». Значит, у сериала есть все шансы на успех. «У сердца нет тайн». Если вы соскучились по слезливым и драматическим историям любви, где у каждого героя целый мешок тайн, который потом рушит его отношения, то ты по адресу. Если верить сценаристам, то в сериале «У сердца нет тайн» зрителей ждет история любви помощника сценариста и молодой актрисы, первая встреча которых произойдет в городской клинике, как это ни странно. Во второй раз судьба подарит им встречу на съемках фильма, где один будет отписывать сюжет, а вторая играть роль. Конечно, между ними вспыхнет любовь, только вот скелеты в шкафу, которые есть у обоих, потенциально могут разрушить едва зародившиеся чувства. Телесериал «Хайреддин». Для любителей исторических сериалов тоже есть подарок. И если ты еще и фанатка Мелисы Донгель, то это двойной сюрприз. Продюсеры сериала утверждают, что в этот раз сценарий сериала продуман очень тщательно. В сериале «Хайреддин», который по сути будет вторым сезоном «Барбароссы», продолжится сражение за Алжир. Если ты не смотрела предыдущий сериал, то сейчас самое время начать, потому что без него ты просто не поймешь, о чем идет речь в новом. «Незнакомец внутри меня» от Fox TV. Сюжет пока еще в разработке. Главные роли Хенде Эрчел и Бурак Денис. Хенде Эрчел и Бурак Денис, когда-то игравшие вместе в сериале «Любовь не понимает слов», вновь могут встретиться на экране. По слухам, Хенде и Бурак ждут окончательного сценария. И если все будет в порядке, то актеры подпишут договор. Кстати, Хенде и Бурак, так же как Ингин Экюрек и Демет Özdemir, являются эксклюзивными актерами Disney Plus по контракту, которого им разрешено сниматься в сериалах только для Disney Plus и Fox TV. Поэтому есть большая вероятность, что сериал «Незнакомец внутри меня» состоится именно в таком актерском составе. Сериал «Принцесса без короны». Это драматическая история о девочке, которая проходит сложный путь и пытается одна выжить в этом мире, имея поддержку только от своего учителя. Маленькой девочке по имени Масал, у нее была любимая мама Ширин, которая постоянно рассказывала своей дочери про свои мечты. Именно этим и жила с ранних лет Масал. Только все привело к такому результату, что из-за определенных событий у главной героини стало складываться совершенно иное мировоззрение. Героиня оказалась в ловушке очень холодного и реалистичного мира,
И в итоге все это не самым лучшим образом отражается на всей ее дальнейшей жизни. Проект Тамер запланирован также на начало 2023 года. Молодой муадзин, обладающий привлекательной внешностью, в его обязанности входит возглашение часов молитвы, и он всегда подходил к этому делу с большой внимательностью. Мужчина живет совершенно спокойной и ничем не примечательной жизнью. Основное время он посвящает своей работе, и, казалось бы, каждый его день ничем не отличается от предыдущего. Только Амер даже не мог подумать, что совсем скоро такой привычный жизненный уклад начнет переворачиваться с ног на голову. Он родился и воспитывался в набожной мусульманской семье и совершенно случайно влюбляется в женщину по имени Гамзе. Это были настолько сильные чувства, которые развивались со стремительной скоростью. Парень понимает, что он не представляет жизни без своей возлюбленной. Новый проект «Одинокие сердца». Потеряв друг друга после волшебного вечера в Каппадонии, Айда и Теоман снова встречаются в Анкаре 3 года спустя. Но Айда теперь с кузеном Теомана Мехметом. Для Айды, раздавленное давлением матери, и Теомана, разрывающегося между семьей и любовью, наступит сложный период. Кумру пытается обеспечить хорошую жизнь своей сестре Бусе, несмотря на амбиции ее мачехи Фатьмы и ее дочери Назлы. Одержимый Назлы шеф Озан берет ее работу для ухода за бабушкой, что неожиданно изменит жизнь Кумру. Вот такой вот необычный и слегка непонятный для начала сюжет подарит нам проект «Одинокие сердца». Проект «Прощальное письмо». Дата выхода примерно март 2023 года. Это будет очень сложная история о тех мечтах, которые были разбиты и утрачены. Главная героиня была очень сильной женщиной, которая всегда и во всем способна постоять за себя и своих близких. У нее есть 3 прекрасные дочери, которых Аланур, а это главная героиня, очень сильно любит и старается сделать все, чтобы у них была беззаботная и счастливая жизнь. Для нее всегда главной целью было то, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям. И чтобы дочери не испытывали в чем-либо нужды, она готова будет пойти на любые жертвы. Сериал «Синий изгнанник». Агус служил в спецподразделении, но после неприятностей на работе и смерти жены увольняется. Вместе со своими 2 детьми он переезжает в Мармарис. Однажды Агус спасает в море женщину по имени Дафне. Она работает менеджером по развлечениям в отеле на Кипре. Работа интересная, нервная, неплохо оплачиваемая. Но слишком уж много тайн у Дафне, как у простого менеджера. «Семья» от Шоу ТВ. В главных ролях Кыванч Татултук и Серенай Сарыкая. «Семья» — это криминальная драма, в центре сюжета которого находится мафиозный клан. А также нас ждут история любви между главой мафиози и психолога. По описанию сериал напоминает мне Зуд Фарах, о котором было указано выше. И опять очень громкие имена в актерском составе, которых давно не было видно на ТВ. Всем будет очень интересно сравнить эти 2 проекта. Я надеюсь, что «Семья» также выйдет в скором времени, учитывая, что съемки сериала уже идут. Из интересного в этом сериале то, что главная роль должна была быть сначала у Ибрагима Челикола, но актер отказался от роли. Что самое забавное, сериал по сюжету также напоминает популярный проект «Черно-белая любовь», где мафиозник влюбляется в девушку-врача, а как вы знаете, в нем Ибрагим сыграл главную роль. Источник жизни от Star TV. В главных ролях Беркан Соколу и Эбру Шахин. В этом сериале речь пойдет о мужчине, который добыл в лаборатории источник жизни. При своих 117 лет он выглядит не больше 30. Ну а для многих сериалы Хиляль Сарал это знак качества, поэтому все их ждут с большим трепетом. Хотя однако и не свойственны фантастические сюжеты. Интересно, что же выйдет из этого проекта? И на десерт делимся с тобой самым необычным сериалом, выход который также запланирован на 2023 год. Супергерой Алтай. И это первый эксперимент в таком жанре для турецкого кинематографа. В центре внимания окажутся супергерои из различных культур, в сумме их будет аж 35 штук. Все они будут использовать передовые технологии и древнюю мудрость для преодоления глобальных кризисов, к примеру, экологических проблем и эпидемий. Кроме того, им предстоит сообща бороться с суперзлодеями. И, между прочим, турецкие продюсеры уверены в успехе, ведь уже запланировано минимум 4 сезона. Такой сериал точно стоит оценить.